Всем привет! Всем привет! С вами Анастасия Петрова и Фредерик. Проект «Мастерская креативной психологии». И сегодня мы уже в 10-й раз пытаемся записать видео про путешествия, о том, как лучше готовиться к путешествиям. Okay, so I'll tell our story. Yes. Да, и yes, our story. Да, на это видео нас натолкнула ситуация, которая недавно произошла с нами в Италии. Некоторые они уже знают. Ситуация несколько такая стрессовая, потому что на третий день нашего автопутешествия по Южной Италии нас ограбили и утащили все важные вещи, включая мой загранпаспорт, все карты, все деньги на копейки. В общем, мы развлеклись по полной и хотим вас предостеречь. Мы, конечно, наделали ошибок определенных, были в таком несколько расслабленном романтическом состоянии в этом путешествии, хотели подъехать к водичке, к морю. Вот. И не сделали некоторые важные вещи. В частности, мы о них сегодня расскажем, как предостеречь себя от подобных ситуаций. Но даже несмотря на то, что мы попали в такую неприятность, мы смогли продолжить наше путешествие, посетить все городочки, которые мы планировали, все прекрасные места. Я благополучно вернулась домой в Россию, Фред во Францию. Вот. Да, несколько слов расскажу о том, как все произошло. Мы решили подъехать к берегу моря, и местечко оказалось довольно пустынным. Моя интуиция, честно говоря, мне сказала, что надо отсюда сваливать, но мозг сказал, а что такого может быть. В общем-то, мы в цивилизованной стране. Мы закрыли машину, оставив там наши сумки, взяв только в руки телефоны, и буквально решили на минуточку подойти к воде. И в это самое время мы даже не дошли до воды, мы обернулись и увидели парня, который что-то делает у нашей машины. Мы побежали, закричали, ну, уже было поздно, не смогли его догнать, а он разбил окошко и вытащил наши сумки, где как раз были все наши ценности практически. Вот. У меня там и дорогой кошелек, и все мои карты, и главное, что загранпаспорт. Вот. Но мы смогли это решить, все. Но было неприятненько, и сейчас мы расскажем, как не попадать в такое неприятненько, и расскажет прежде всего Фред. Okay, darling, so give word to you. So it's quite difficult to stop you when you start to speak, darling. Yes. So first, I would like to say that I used to travel the world to live in some different country and even sometimes in very dangerous places. But I was not expecting Italy to be such a place and with such adventure in Italy. Ну, Фред говорит о том, что он опытный, на самом деле, путешественник. Он был в разных совершенно странах и в опасных местечках. Он путешествовал и в Африке, и в Америке, и где только он не был. И, в общем, но он не ожидал, что Италия окажется тоже такой опасненькой страной, в которой на твоих глазах могут тебя, в общем, так беззастенчиво ограбить. So a few advices I knew before, but I don't know why I did not apply on this specific trip. Maybe I was diverted a little by this girl with me. Значит, несколько советов Фред знал о них, в общем-то, и раньше, но не использовал в этот раз, как и я, не использовала какие-то вещи, которые must-have должны быть, но мы не сделали. Фред говорит, что, возможно, он слегка потерял голову от такой головокружительной красотки рядом с ним. Я, в общем-то, тоже была в довольно расслабленном состоянии, и это в общем-то, нам нехорошую службу сослужило. Окей. So first advice is to have a copy of everything. Your passport, your traveling document, your travel tickets, even your credit card, have copy of all this you have with you and can be useful.
Значит, первый момент, сделайте обязательно перед поездкой копии всех важных документов. Конечно же, это обязательно загранпаспорт, это билеты, это даже кредитные карты. Вот. Мгм. And two kind of copy. First, you should have paper copy, and these copies you will use every day for shopping, for working, for visiting. Only paper copies of your documents, never original with you. Yes, but card, only card original, yes, to pay. Yeah. Значит, бумажные копии вы носите с собой, особенно копию загранпаспорта. Не берете с собой оригиналы, когда вы гуляете по каким-то достопримечательностям, потому что действительно встречаются такие моменты и случаи, когда и сумки вырывают, и утаскивают что-то прямо из сумок. Поэтому, в общем, загранпаспорт не таскайте. Носите копии. Угу. And second kind of copy, electronic copy. Have a picture, a scan of everything. And this you will keep on the internet, on some disk, like Yandex, some Dropbox, or even on some email. But electronic copy, somewhere on the internet, you can reach at any time after such adventure. Ага. Значит, и также очень хорошо иметь электронные копии важных документов, которые где-то будут храниться на облачном хранилище, типа Яндекс.Диск или Dropbox, до которого вы можете добраться просто по интернету с любого компьютера, да, куда вы можете зайти, да, под своим паролем, в общем, из любой точки мира, чтобы получить доступ к своим важным документам. Угу. This electronic copy not only on your phone, not only on your laptop, because this instrument can be stolen also. So it should be on the internet somewhere else. В общем, где-то не только на телефоне, там, на вашем компьютере, но где-то еще в интернете, если, не дай бог, что-то случится с телефоном или с компьютером. Или их тоже упрут. Second advice is about credit card. Different credit cards, separate them. Don't keep all your credit cards at the same place in the same wallet. One with you, another one in your baggage. And the best of all is to have another credit card you let at home and you will use only on the internet. So if you can, have a credit card at home, never have with you. And just you have the number on your or picture of it, and this you can use on the internet in case of. То же самое с кредитными картами, значит, лучше их разделить, не носить все сразу. У меня были все сразу, например, в кошельке, и все сразу, соответственно, пропали. Значит, одну где-то с собой, допустим, в кошельке, вторую где-то в багаже, а третью, по возможности, если она есть, вообще лучше оставить дома, сохранив где-то просто ее данные, чтобы вы могли совершать в каких-то крайних случаях платежи онлайн. Да, если вдруг ваши карты, которые с собой пропали, вы всегда можете выйти онлайн, да, и совершить какие-то платежи, имея данные своей карты. Okay. The same for money. Do not keep all your money at the same place on the same person. Make some separate amount. One on you, one in your baggage, one somewhere in the car, at the hotel, on the safe, or even you can give a small amount to your girl. She will be happy. Значит, то же самое с деньгами, не таскайте всю сумму в одном месте. У нас, слава богу, не было очень много налички, да, в основном все было на картах, но даже та наличка все равно она у нас пропала, потому что мы ее никак не разделили. Значит, какую-то часть там положите в багаж, какую-то часть носите с собой, какую-то часть можете дать своей девушке, если вы мужчина, и она тоже будет счастлива иметь денежки. Last, this is it could be very useful, and it was for us to open before your trip money transfer account on the internet that you can use online, like Western Union or PayPal. I mean, you open before your trip an account
you register you as someone who can send money from the internet. And maybe also to register yourself in the country you are going, for example, in Italy, as a client like this. When you have access internet. Maybe in parts, okay. Значит, и еще одна полезная вещь, которая может вам пригодиться, это до поездки еще зарегистрироваться в каких-то платежных системах типа Western Union или PayPal. Нам вот, например, система Western Union в нашем случае очень помогла. Соответственно, вы можете зарегистрироваться и как плательщик, и как получатель, и можете делать переводы онлайн. Okay. Like this, after such an incident, you don't have any more money. You can reach internet from a cyber cafe, from hotel, from your computer. Maybe you still have. You open your account and you send to yourself, to your companion, your wife. You send to her money in this specific country, and with your original passport, you can get from many places. There is Western Union everywhere in the world. И, соответственно, вы, если что-то у вас случилось там с вашими картами или с вашими деньгами, отменяем это все, не дай бог, но на всякий случай, то вы можете сами себе через интернет, в любом там интернет-кафе или через интернет в гостинице, через компьютер в гостинице, можете сами себе перевести деньги вот, по Western Union и сами же получить их, если у вас сохранился, конечно, ваш паспорт. Ну, или вы можете перевести, допустим, вашей там подруге, вашим компаньонам, попутчикам, с кем вы едете. Вот. Попозже расскажу, как у нас это все получилось. Okay. And so, in general, all your original document, card, everything, when it's possible, you can hide them, put them in safe place, at the hotel, in the safe, in the car, somewhere under your seat or in your baggage. They should not be seen from outside the car, and no need to have on you for shopping, for walking in this crowded streets where there is so many pickpockets or something. Ага. Значит, важные вещи, такие как паспорт загран, какие-то еще, возможно, суммы денег вы не таскаете с собой, а вы прячете или это в сейфе в отеле оставляете, или вы прячете куда-то глубоко в багаж. В общем, не таскайте с собой. По оживленным, особенно улочкам, в туристических местах частенько водится много карманников. So maybe, darling, you would like to give some advices, especially for password, for example? Yes, password. And maybe I tell about some details about our situation, how we deal with it. Yes. И немножко я расскажу подробности, как мы в итоге со всем этим справлялись, как мы выкручивались. Во-первых, копии паспорта у меня не было с собой, и хвала небесам и Фреду, нашлась копия моего загранпаспорта у него в компьютере, там до этого как-то пересылала. Соответственно, это нас очень выручило, потому что мы в отеле попросили на ресепшн, нам все очень любезно распечатали, все необходимые документы, вот копии именно. Также мне прислали копию родные из Санкт-Петербурга, моего русского паспорта, и у меня были хотя бы какие-то копии документов, подтвердить, что это я в консульстве. Вот, чтобы мне дали специальную справку на выезд, чтобы я могла вернуться домой. Вот, so I'm telling about my passport that you had a copy in computer, about passwords, про пароли. Вообще пароли тоже такая важная штука. Я тоже немножко, знаете, не то что наивно, знаете, так, понадеявшись на авось, у меня, например, хранились пароли, логин от моего онлайн-банка в кошелечке на бумажке. Да, это вот чек, который я получала прямо в Сбербанке. Там логин и пароль. И тоже это не надо так делать, лучше опять-таки хранить где-то или вот в виртуальных хранилищах, наверное, или okay, darling, maybe you'll tell where better we can keep passwords. Yes. Yes, I was thinking. So for password, it can be good to have all this password on document,
and you put in the internet. You can encrypt this document with password, but write them down on a document. Do not keep with you, do not bring with you, not in your phone, not in your computer. Put this on the internet, on some disk only you can access, or even in your email in this draft box, which is not accessible from anybody else than you. Do not send, just start an email and save this email without sending. В общем, пароли лучше всего хранить, опять-таки, где-то на облачных хранилищах, куда только вы можете попасть, имея пароль к ним, опять-таки. Вот. И лучше не на телефоне, не в компьютере. Но Фред еще говорит, можно в e-mail, где-то в черновиках тоже их сохранять, но так, чтобы только вы имели доступ к ним. Да, и, кстати, у него, например, телефон и компьютер запаролен, тоже просто так не войти. У меня пока открытые, и тоже, наверное, не очень хорошо для безопасности. Окей. A few words how we should behave after such event. Okay. And after maybe I'll tell about how we got money, how we could get money. Okay. Окей. И несколько слов сейчас Фред скажет, как, если вдруг что-то такое случилось подобное, как лучше себя вести. Опять-таки, всем желаем вам безопасных путешествий, делимся этим, чтобы с вами такого не происходило. Окей. First of all, after such an event is to be safe. Yourself, your wife should be safe. Don't try to run after thieves. Maybe someone else will come and attack you again. If your car is in a remote place, don't stay at the same place. If you can move and get to a safer place where there's some crowd, some people, even some policemen, don't stay on the place if you are not safe. В общем, первый момент – это ваша безопасность. Если вы где-то в удаленном местечке, то даже если там на вас напал какой-то вор, но вы понимаете, что место небезопасное, лучше уже не гнаться за ним, забить на эти вещи, в конце концов, но себя обезопасить и выбираться куда-то в безопасное место, где есть адекватные люди. Вот, потому что, в частности, мы, например, я считаю, что Фред выбрал наилучшее решение оттуда свалить, потому что действительно неизвестно, если бы он связался, да, там, в какую-то потасовку, вступил с этими ворами, то неизвестно, чем бы это все кончилось. When you are at a safe place, calm down, breathe and think before to act. Когда вы уже точно понимаете, что вы в безопасном месте, успокойтесь, подышите и подумайте, прежде чем действовать. What happened, what is missing, what they stole from you, what you have to do. Maybe first to deny the credit card, but before deny the credit card, think, can you use it at least on the internet? Do you have a few minutes? Was it maybe in the countryside? These thieves will not use right now, so maybe you have a little time to use it on the internet, to use the number of your card on the internet to send yourself money, for example. Опять-таки, в зависимости от ситуации, возможно, у вас есть там несколько минут, чтобы не блокировать сразу ваши карты, если вы их лишились, а переслать, например, самому себе на тот же Western Union деньги сначала с ваших карт, и потом уже их блокировать. And yes, you have to deny it quickly. After this, you have to deny your card. So you have to know how to proceed, which number to call, especially from abroad, which international you have to call to deny your card. Да, и, конечно, у вас хорошо, чтобы был номер, куда звонить, чтобы заблокировать ваши карты. Вы, опять-таки, должны выписать куда-то себе эти важные телефоны на случай кражи карт или потери карт. Make a list of all what happened, what time, which location, what is missing. You will need all of this at the police station, and it's better to think before
everything, and to remind as you are still capable of reminding each details. Да, ну также сделайте прямо список всего, что пропало, и время, и место отметьте, потому что это может понадобиться и понадобится, когда вы будете заявлять о потере или пропаже в полицию. As soon as possible, you will go to the police station, especially if you are abroad, to make some declaration. And this paper, official paper from the police, will be very useful for everything after. И, конечно, важно заявить в полицию, особенно если вы за границей, потому что это может пригодиться, ну, хотя бы для того, чтобы вернуться домой даже. У меня в консульстве, например, спрашивали документы с полиции. After the police station, you should think on how to get some money if you don't have any more, if you take everything from you. Do you still have a credit card? No. Do you have this capability to get money from Western Union, for example? Do you have some friends you can call? Think how you will get some money and how you will finish at least this day. Ну и, в общем, дальше, если у вас тоже вдруг пропали, как у нас, все деньги, надо подумать, как вы можете добыть эти деньги, и можете ли вы позвонить каким-то друзьям, или вы успели переслать сами себе через тот же Western Union, или вы можете обратиться к каким-то друзьям, чтобы вам помогли, там, или родным дома, чтобы вам помогли, переслали денежки. To have money will make you more confident. It's the first resource you will need, and it will help you to decide what to do after. So think about how to get this money. Да, и, конечно, это наиболее важный ресурс, который нужен, особенно за границей. Поэтому подумайте, как добыть эти денежки. Think that you may have some insurance from your credit card, insurance maybe from your traveling ticket. To go, for example, to go in Schengen, you have to take some insurance, and maybe also insurance from your car. You rented a car, so maybe you have insurance. And in some occasion, for example, Visa card, you can call and they help you to have some money. И также хорошо бы узнать заранее насчет страховок, потому что страховки могут быть и от банков, и от компании, если вы арендуете машину, вот, и от какой-то компании, где вы покупаете билеты. В частности, вот в нашем случае у Фреда в банке была страховка, он туда позвонил, как выяснилось, что ему вот, при том, что у него вот эта карта виза, тут же смогли перевести деньги с его счета на Western Union банк. Тут же перевел деньги, это как такая бесплатная услуга. And when you have a better understanding of all this, calmly you can decide together what to do. Will you continue your trip? Do you have enough resources to continue? Do you want to change your plan and go back to the capital? To go back quickly to some consulate for asking some support? All this will depend on your resources, money, papers, what happened, energy to continue or not. В общем, дальше вы уже решаете, если вы там с какими-то компаньонами или же вы один, решаете, насколько вы можете, насколько у вас хватает ресурсов продолжить ваше путешествие, или вам надо срочно в консульство обратиться, или же вам нужно, скорее там домой, может быть, возвращаться. And after all this, especially if you are missing your passport, you will have to call your consulate. And I guess, darling, you can explain more about this special number you called. Okay. Ну и давайте я уже расскажу про конкретно наши приключения, как мы выкручивались из всего этого. Значит, в первую очередь мы, конечно, поехали в полицию, вот, там все описали, но полицейские сказали, что такое происходит на юге Италии, в этих краях каждый день, и что надежды особо нету, что что-то найдут, и что, возможно, они там поедут, сейчас у них машины нету, вечером поедут что-то поискать, но есть у нас сомнения, что они
они вообще поехали. Вот. Ну, в любом случае мы получили бумагу из полиции, которая важна. Затем мы стали дозваниваться в консульство русское в Риме. Даже в рабочие часы никто там не брал трубку, немножко мы напряглись по этому поводу, но потом я увидела, что там есть телефон экстренной помощи, хотя там было написано, что звонить только в случае, когда там угроза для жизни. Я все равно позвонила, и, в принципе, вполне любезный мужчина все объяснил, что сейчас там будут несколько выходных было в консульстве, и что мы можем прийти в понедельник. Это был последний день перед отлетом домой, билеты у меня были на вторник, но, в принципе, мы как раз рассчитывали быть в Риме уже там в конце путешествия, нас это все устроило. Он сказал, что нужно предварительно сделать, подготовить, это фотографии, это там копию того же паспорта. Вот, и к 8 утра прийти просто в консульство. Это тоже нам сразу как-то облегчило состояние, когда мы поняли, что, в общем, как действовать и что нужно, чтобы мне вернуться домой. Okay. Maybe you can explain, darling, that when you are inside Schengen, for people who are traveling different countries, you don't really need your passport. So this paper from the police is enough. And of course, you will need paper from your consulate, in fact, to go back in your country. Unfortunately, you cannot fly without passport or this paper from consulate, but you can still take train or bus or car to travel different country inside Schengen. Ага. Ну вот Фред говорит, что в принципе для того, чтобы внутри Шенгена путешествовать, вам особо паспорт и не нужен. Вы можете передвигаться там и на автобусах, и на машине, и на поезде. Но, конечно, чтобы покинуть Шенген, например, вернуться, ну как мне надо было вернуться домой в Россию, и в принципе, чтобы летать на самолетах, нужен паспорт. Вот. Или как минимум вот эта вот бумага из консульства уже должна быть. Называется она, по-моему, справка на выезд или разрешение на выезд. Okay, that's all for me, I guess, darling. Okay. We have been quite successful, and we decided to continue our trip, so we have enough resources. Yes. Ну вот Фред говорит, что он, наверное, все, что хотел, сказал. Ну и вот тоже говорит о том, что мы, в общем-то, нашли решение, ресурсы. И то, что я вначале уже сказала, что мы, в общем, всю программу, которую запланировали, мы сделали, ездили на машине с разбитым окном, заклеивали, когда был сильный ветер или дождь, особенно все это полиэтиленом и скотчем. Но это тоже было прикольно, когда не было, мы открывали, это окно было полностью открытым, и я себя ощущала практически в кабриолете, волосы развиваются, ветер в лицо. I'm telling you about our car. I understood this machine. Okay, and maybe I'll tell also a few words about money, how we got the money, okay? Значит, с машинами решили. Кстати, слава богу, Фред взял какую-то опцию в компании по аренде машины со страховкой, поэтому с нас не взяли ни копейки за разбитое окно. В общем-то, ну, только стандартную плату за аренду. Вот, поэтому машины пользоваться смогли. Да, но сервис починить ее было нереально, потому что, когда позвонили в компанию, сказали, что сервис только есть в Риме, а мы были далеко от Рима и не планировали туда вот прям сразу возвращаться. Ага, so about money. Про деньги. То же, с чем мы столкнулись, Фред сразу попросил там своих знакомых, родных прислать ему деньги на Western Union, помимо того, что банк ему тоже выслал сумму, но нам было недостаточно, вот, потому что впереди еще почти все путешествие, это оплата отелей, бензина, еды и прочего. И оказалось, что в Италии лимиты на получение денег через Western Union, это было, so these limits were 899, yes, about 900 euros a week. Значит, лимиты это около там 990 евро в неделю можно только получать. Соответственно, нам этого было мало. И мы попытались получить, переслали деньги
друзьях Фреда на мое имя, но по копии паспорта в Western Union совершенно категорически не хотели выдавать эти деньги, при том, что в одном офисе сказали, вам дадут без проблем, вот, и когда мы уже переехали в другой город, оказалось, что нифига, и только по оригиналу паспорта можно получить деньги. Ну, соответственно, мир не без добрых людей, и всегда, я считаю, есть задача, можно найти у нее решение. И когда мы были в Матере, прекрасный городок, пещерный, в районе юга Италии, там мы в очень хороших апартаментах, и хозяйка апартаментов этих согласилась пойти с нами, согласилась получить перевод на ее имя. То есть, соответственно, попросили папу Фреда перевести на ее имя, она дала данные своего паспорта. Вот, Фред сходил, и мы смогли, в общем-то, следующую порцию денег получить и дальше жить спокойно, свободно. И даже в конце мы уже прикупили мне там новую сумку, потому что сумку я потеряла на красивый рюкзачок. Прикупили какие-то недостающие вещи, даже у нас была возможность пошопиться и получить удовольствие, и покушать в ресторанах. Спасибо. Спасибо вселенной. Okay, darling, so we're finishing, yeah. Да, я думаю, что что и видишь, что путешествия будут более позитивные. Goodbye, everybody. Всем пока. До новых встреч.